Наш теплоход пришвартован в порту Чивитавекья. С XIII века он служит морским портом Рима. Там на берегу видна крепость, которая защищала этот порт. Она была построена в XVI веке. Главная башня крепости была спроектирована Микеланджело Буонаротти. Отсюда и название форта Микеланджело. Сейчас мы проезжаем эту крепость. Мы направляемся в Рим. Он был основан на 7 холмах Ромулом в апреле 753 года до нашей эры. Эта линия – это граница. Мы заходим в Ватикан. Вот видишь. Зашел? Ты в Ватикане. Мы находимся на площади Святого Петра. Она была создана по проекту итальянского архитектора Бернини в XVII веке. Наш тургид сказал, что во время коронации римских пап эта площадь вмещает около 1 миллиона человек. Перед нами центр Святого Престола и символ всего католического мира собор Святого Петра. Микеланджело переконструировал купол собора в 1547 году. Перед собором установлен Ватиканский обелиск, привезенный из Египта. Его высота с пьедесталом и крестом почти 40 метров. 284 колонны составляют эту величественную колоннаду. Нужно отстоять вот такую внушительную очередь, чтобы зайти в собор. Они уже готовятся к Истеру и поставили стулья. И вот там под красными занавесками обычно сидит Папа Римский. И каждую среду большие праздники он туда выходит на этот балкон и дает свое благословение католикам. Вот эта крыша. Вот она, треугольная. Туда, когда собирается конклав, устанавливают временную трубу. И когда избирают папу римского, если это происходит, то выходит белый дым. Прям с этой крыши можно увидеть, люди стоят на этой площади и ждут, появится белый дым или не появится. Это крыша Сикстинской капеллы. Осталось от замка 9 века до нашей эры. Опять переходим границу из Ватикана в Италию. Вот этот замок 9 века до нашей эры. Мы идем вдоль стены Ватикана. Там вдали видно высокое здание. Это резиденция понтифика. В 1929 году Бенито Муссолини подписал соглашение, согласно которому Ватикан стал независимым городом-государством на территории Рима. В настоящее время в государстве проживают около 800 граждан. К дневному населению относятся также 3000 работающих здесь итальянцев. Но они живут за пределами государства и в полночь, как Золушка, должны покинуть город. Мы направляемся в музей Ватикана. Так как у нас экскурсия, мы не должны стоять в этой длинной очереди, чтобы попасть в музей. Это вход в музей Ватикана. А с этой стороны уже выход из музея.
мы зашли во двор Ватикана. Когда-то на территории площади Сан-Марко обнаружили огромную бронзовую шишку. Вероятно, это был фонтан, который в первом веке до нашей эры украшал термы Агриппы, первый термальный комплекс Древнего Рима. В XII веке монумент установили в Ватикане. Этот шар диаметром в 4 метра установлен в самом центре Ватикана. Папа Иоанн Павел II купил эту скульптуру в 1990 году. Существует несколько версий, что же означает этот объект. Но основной версией является большой шар – это сфера, а маленький – наша планета. И скульптура символизирует взаимную и неразрывную связь между Землей и Вселенной. По приказу папы Юлия II был создан этот сквер. Здесь собраны античные саркофаги, скульптуры людей и животных. Эту емкость использовали для изготовления вина. Она заполнялась виноградом. Когда стенки конструкции сжимались, вино под давлением вытекало через отверстие. В ней были найдены останки человека. Есть версия, что владелец винодельни был похоронен таким образом. В этом зале собраны гобелены, присланные из разных стран. А на этом изображено убийство Юлия Цезаря.
Из этого окна открывается вид на сад Ватикана. Мы выходим из музея и заходим в Сикстинскую капеллу. Съемка там запрещена. Эмоции, которые нас переполняют от увиденного, трудно передать словами. От фресок Микеланджело невозможно было оторвать глаз, хотя пришлось ими любоваться, запрокинув голову. Мы опять оказались на площади, где полным ходом идет подготовка к праздничной мессе, а мы идем любоваться шедеврами собора Святого Петра. Пита – знаменитая мраморная скульптура Микеланджело. Он ее создал, когда ему было всего 24 года. Он был не уверен, что люди поверят, что это его творение. Поэтому это единственная скульптура, на которой выгравировано его имя – Микеланджело Буонаротти из Флоренции. Собор Святого Петра – это одно из самых больших зданий в мире. Длина его составляет 218 метров, а высота 138 метров. Он умещает 60 тысяч человек. Швейцарская гвардия – это не только визитная карточка Ватикана, но и настоящая служба безопасности государства. Она была создана в 1506 году по распоряжению самого воинственного понтифика Юлия II. Сегодня в подразделении служит 114 человек. Чтобы стать гвардейцем, надо быть гражданином Швейцарии, католиком, рост должен быть не ниже 174 сантиметра, иметь среднее образование и пройти обязательную службу в армии. И это еще далеко не все требования. В Риме расположено еще одно карликовое государство – Мальтийский орден. За своей конституцией, флагом, гимном, собственными паспортами эта машина принадлежит Мальтийскому ордену. Флаг Ватикана, если здесь мы купим воду, это будет итальянская. А вот в этом сувенирном магазине это уже ватиканская. Магазин принадлежит Ватикану. И они каждую среду, когда идет служба, они выносят ювелирные изделия. И Папа Римский, Франциск их благословляет. Этим колокольным звоном Ватикан прощается с нами, а мы с ним.
Может быть, мы еще когда-нибудь сюда и вернемся. Время покажет. Пересекаем реку Тибр. По этой самой реке проплывала корзина с Ромулом и Ремом, которых спасла и вскормила капитолийская волчица. Это высокое цилиндрическое здание замок Святого Ангела был построен по заказу императора Адриана во II веке, как мавзолей. Его высота 48 метров. На тот период времени это было самое высокое строение в Риме. За свою долгую историю он выполнял разные функции. Его использовали как мавзолей, замок и крепость. Замок с центром города соединяет мост Святого Ангела, очень красивый и популярный среди туристов. В настоящее время замок Святого Ангела является архитектурным памятником и военно-историческим музеем. На обед нас привезли в этот очень уютный и симпатичный ресторан. После вкусного обеда и дегустации итальянских вин мы по закону туристов продолжаем наше путешествие и едем в Колизей. В Риме две линии метро – A и B. Строители постоянно сталкиваются с археологическими проблемами. При обнаружении каких-либо артефактов или античных сооружений строительство должно остановиться. Но они надеются, что в 2025 году строительство метрополитена будет закончено. Перед нами Колизей или амфитеатр Флавиев. Династия Флавиев строила Колизей. Начал строительство Веспасиан в 72 году нашей эры. Завершил его сын Тит в 80 году. Потом достраивал его брат Домициан. Это самый большой амфитеатр в мире.
являлся политической ареной императоров. Император Веспасиан приказал разрушить Золотой дом Нерона, осушить огромное озеро и на его месте построить амфитеатр. Таким образом, он утверждал свою власть, вернув землю, захваченные Нероном народу. Также Веспасиан известен нам тем, что он ввел налог на общественные туалеты. Когда его в этом упрекнули, он сказал: «Деньги не пахнут». Это грандиозное сооружение имело форму овала и вмещало 50 000 человек. Он был облицован мрамором, и в каждой арке стояли статуи. На верхнем ярусе мы видим прямоугольные окна. К ним крепились мачты, и с помощью системы канатов тысячи работников натягивали что-то наподобие тентов, защищавших зрителей от палящего солнца. Эти отверстия остались от бронзовых креплений. Их извлекли для использования других строений, так же, как и мраморные плиты, которые использовали для строительства собора Святого Петра. Построению такого огромного сооружения помогло изобретение римлянами арки. Ее сверхустойчивая конструкция позволяла установить больше строительных блоков. Бесчисленные арки нужны были, чтобы конструкция получилась легкой, учитывая размеры, и в то же время прочная. При императоре Тите там устраивались морские баталии, навмахи. По всему периметру амфитеатра пролегали каналы. С помощью специальных отверстий вода попадала с верхнего уровня и заполняла арену водой. Это уходило от 2 до 5 часов. И начинались сражения с участием военных кораблей. Потом вода с помощью 30 люков вытекала и попадала в подземные емкости. Пол был деревянный, с деревянными опорами. Это все разбиралось, и арена превращалась в гигантский бассейн. А когда нужно было использовать арену для гладиаторских боев, пол собирался и засыпался песком. После установления христианства бои на арене были запрещены. Римляне использовали Колизей как каменоломни. Из него унесли многочисленные статуи и мраморные плиты внешней отделки. В 422 году амфитеатр частично обрушился во время землетрясения. Вовнутрь мы не зайдем, это не входит в план нашей экскурсии. Может, это и к лучшему, если подумать, сколько тысяч людей и животных там погибло ради развлечения толпы. Я не думаю, что там сохранилась положительная энергетика. Мы только полюбуемся на это гениальное создание инженерной мысли, воздвигнутое архитекторами и строителями античного мира снаружи. Как что они про палец говорили? Так что это значит? Ага, убийц. А мы думали, что наоборот. А это помиловать. В 1930 году здесь началось строительство, и была обнаружена школа гладиаторов. Этот полукруг – это арена, на которой они тренировались. Вторая половина находится по дороге и зданием. Висячие замки любви. Влюбленные и молодожены вешают эти замки как символ верности. Школу и амфитеатр соединял туннель под этой дорогой. По нему гладиаторы проходили в Колизей. Рим называют вечным городом и колыбелью западной цивилизации. Конечно же, за один день невозможно посмотреть все достопримечательности этого необыкновенного города. Но то, что нам удалось увидеть, было достаточно, чтобы почувствовать завораживающую магию исторических строений и через красоту и архитектуру величественных зданий изучать историю. Все, мы возвращаемся на корабль. Уже второй раз. Первый раз мы отсюда отплывали, плыли на юг, Италии, в Грецию, а сейчас у нас будет другой маршрут.
Мы прощаемся с Италией и держим курс на Гибралтар.